На краю России, у ее западной границы, вот уже больше 500 лет стоит Псково-Печерский монастырь. За это время он много раз бывал неприступным форпостом, но, главное, не переставая, служил оплотом веры. Эта его миссия продолжается и в 21 веке. Обитель изменила жизнь многих наших современников. Об этом ее настоятель, митрополит Тихон Шевкунов, рассказал в своей книге «Не святые святые», которая стала бестселлером и вышла на 15 языках мира. Владыка и сегодня коллекционирует обыкновенные чудеса. Истории о том, как божественное присутствие порой врывается в реальность. Мою книгу «Не святые святые» перевели на языки, и в том числе на китайский. И я познакомился, будучи в Шанхае, с одним человеком, очень интересный человек, который очень заинтересовался верой, заинтересовался и монастырем, и православием, и так далее. И вот такой искатель Бога, вот искреннейший искатель Бога. И вот 2 или 3 года назад, последний, вот был Санкт-Петербургский экономический форум. Туда все приехали. И он, оказывается, приехал туда тоже. И он звонит мне, естественно, через переводчика и говорит: «Батюшка, а можно к вам приехать? Я очень хотел в Печорах побывать, вот бы мне приехать к вам». Я говорю: «Конечно, приезжайте». Звонок мне, звонит переводчик, говорит: «Вот мы у ворот Псково-Печерского монастыря». Я говорю: «Ну, очень хорошо, идите к настоятельскому корпусу, я вас жду». Проходит 5 минут, их нет. А пройти здесь 3 минуты. 10 минут нет. 20 минут их нет. Полчаса их нет. И вдруг они приходят. Этот китаец и переводчик. И я вижу, что у них вот такие глаза. Ну, ладно, у нашего, но и у китайца тоже. Когда они немножко пришли в себя, китаец говорит, переводчик по-русски мне рассказывает. Вот он с трепетом вошел в вот тот самый русский монастырь, о котором он читал первый раз. И он пораженный, красиво, это тоже лето. И первый храм, который он увидел, Никольский храм. И он говорит: я хочу зайти вот в самый первый храм, который я видел. Дверь открыта. Они заходят. В храме идет литургия. На китайском языке. Я говорю: в смысле? Они говорят: на китайском языке идет литургия. И вдруг я начинаю понимать. К нам приезжает довольно много паломников, каких-то групп отовсюду. И в том числе дней 5 назад из московского китайского подворья, а в Москве есть храмы, куда ходят православные китайцы и где служат на китайском языке, приехала целая группа. Я как-то мы с ними пообщались, их поприветствовал. Вот. И они говорят: а можно нам китайский день послужить? Я говорю: конечно, можно. И отца Благочинного попросил: найдите им, пожалуйста, какой-нибудь храм, где нет службы. И пускай они в свое время, когда им захочется, пусть они послужат там, Пономаря дайте им, пусть они послужат на китайском языке. И вот представьте, из пункта А в пункт Б вот этот китаец из Шанхая, вот этот человек, который ищет Бога, хочет узнать об этом, вот он направляется через Санкт-Петербург в Псково-Печерский монастырь, а за 5 дней до этого из китайского подворья, собравшись отовсюду китайцы, из Москвы едут в Печоры, им назначают какой-то день, и все это соприкасается. Вот промысел Божий. Китайцы этот говорят: вы это специально сделали. Я говорю: специально, но не я. Вот это Печоры.